пример колоссальной ошибки, огромные безжизненные пространства. Просто все залито асфальтом и все. Они реально из лавочек соорудили целую полосу препятствий. Оно все такое кривое, косое. Лежит старая дверь. Это остатки опор от заборов, фонарь. А что делать мне? Я просто ехал. Это лавочки преграды. Это, видимо, чтобы я не проехал. Мне хочет директора сюда позвать, чтобы мне объяснили, куда мне ехать. Let's go! Друзья, всем привет! Мы с вами находимся в Сочи, и я приехал в Олимпийский парк. Прошло 5 лет с момента Олимпиады, и даже больше 5 лет. Я хочу просто еще раз вам показать, как выглядит Олимпийский парк и почему это была большая ошибка. У нас обычно думают категориями, как успеть открыть какой-то объект к торжественной дате, как перерезать ленточку, как сделать какие-то праздничные сюжеты на телевидении, но никто не думает про дальнейшую эксплуатацию. С олимпийскими объектами вообще в чем основная проблема? Да? То, что на Олимпиаду приезжает 1 миллион человек. После того, как Олимпиада заканчивается, понятно, что больше никогда столько народу в этот город не приедет. То есть нет такого прецедента, что олимпийская инфраструктура, которая делалась на пребывание миллиона человек, она потом бы как-то использовалась. Как показывает международный опыт, в том числе и российский опыт, потому что в Москве была там в 80-м году была Олимпиада, как показывает весь опыт, вся олимпийская инфраструктура, которая остается, вот все эти стадионы, широкие проспекты, парковки и так далее, они потом просто пребывают в забвении, они никому не нужны, они ветшают, и эти пространства становятся такой зоной отчуждения. Можно вспомнить даже московские Лужники, которые десятки лет были просто совершенно пустынным пространством в самом центре Москвы, то есть, казалось бы, такое хорошее место, но это было такое совершенно пустое место, где никогда не было вообще людей. Там была набережная, там были какие-то беговые велодорожки, но там находилось просто несколько человек, и это было одно из самых безлюдных мест в центре Москвы. Что произошло в Сочи? В Сочи ничего не произошло, просто в Сочи реально не было плана, что делать после того, как закончится Олимпиада. И сегодня мы видим просто гигантские пространства, которые никому не нужны, которые постоянно требуют кучу денег для того, чтобы как-то поддерживать и эксплуатировать, и они ветшают, они приходят в упадок, и здесь совершенно ничего не происходит. Вот это такая вот мертвая земля в Сочи на месте вот бывшей Олимпиады. Это тот самый пример, как не надо делать. И сегодня мы еще раз на это посмотрим и убедимся, что это была градостроительная ошибка, это была проблемой, и ее рано или поздно придется решать, потому что вот так это существовать дальше не сможет. И это как раз пример такой колоссальной ошибки, потому что то, что здесь сделали, это огромная проблема сегодня для Сочи. Вот мы видим эти огромные безжизненные пространства, и сегодня я постараюсь объяснить, почему так делать нельзя. Вот обратите внимание, что здесь повсюду прокаты каких-то электромобилей, велосипедов, вот таких вот электрических каких-то скутеров. Здесь они просто буквально на каждом шагу, и здесь совершенно нету людей. Какие-то странные заведения, типа вот планетария, и все супер пусто. Повсюду реклама, Сочи Автодром, Лукойл. Вот они повсюду размещают рекламу. Действительно, просто повсюду прокаты. Я не понимаю, как они работают, потому что здесь нету людей. Здесь вот этих вот электрических мотоциклов в 2 раза больше, чем людей. Я не знаю, за счет чего они вообще работают. Ну и, собственно, вот это вот факел, который во время Олимпиады горел. Это был вот олимпийский факел. Теперь он обнесен забором, чтобы близко к нему никто не подходил. И около него туалет находится. Сейчас вот очень хорошо видно то, что всей этой гигантской территории Олимпийского парка никто не пользуется. Это вот площадь вокруг Олимпийского вот этого огня, факела. Это теннисная академия, трибуны и так далее, они совершенно пустые. Здесь нет ни одного человека. Сам олимпийский факел, где должен быть фонтан, сейчас фонтан не работает, потому что он, опять же, никому не нужен. Все это обнесено забором, чтобы люди не подходили близко к фонтану. Зачем это вообще нужно, непонятно. Вот эти бесконечные совершенно прокаты электросамокатов и всяких этих машин. Вот я тоже себе взял, чтобы здесь хоть как-то передвигаться электром. Такой мотоцикл непонятный. И вот здесь можно посмотреть, что у нас осталось от всей этой олимпийской инфраструктуры. Конечно, все это нужно реконструировать. Это действительно нужно все разбирать, уплотнять, сужать. Все эти пустые пространства, они действительно никому не нужны. И рано или поздно, конечно, нет. Но если есть лишние деньги, то это можно бесконечно долго поддерживать. Но реально вот все эти асфальтовые поля совершенно пустые, они никому не нужны. Вот этот стадион, кстати, один из самых некрасивых новых стадионов в России. Все обнесено заборами,
какие-то бордюры непонятные. Что вообще здесь происходит? Просто, видите, на ровном месте бордюр у них. Ну, окей. То есть все залито асфальтом, везде какие-то заборы. И это какой-то... все настолько несуразное, что просто вообще удивляешься, как это существует, что это такое. То есть они пытаются все как-то это дело поддерживать, но понятно, что с точки зрения экономики это совершенно провальная идея. Опять же, вот есть очень хороший пример с Лондоном, про который я много рассказывал, как Лондон обошел своим олимпийским наследием. После того, как оттуда последний болельщик уехал, они все дело закрыли и начали это уплотнять, строить новое жилье. И сейчас в Лондоне на месте вот бывшего Олимпийского парка появился один из лучших в мире жилых районов. А в Сочи на месте бывшего Олимпийского парка появился один из лучших в мире пустырей. Просто все залито асфальтом, и все. И нет ни одного человека, никому это все не нужно. Ну и все это остальное благоустройство, которое было сделано вокруг Олимпийского парка, оно тоже находится в таком плачевном состоянии. То есть это набережная, например. Ну, здесь видно, что вроде бы это пляж, но пляж, он выглядит мега стрёмно. Тут какие-то гигантские камни, мусор, его никто не убирает. И здесь нет никакой инфраструктуры, то есть можно посмотреть. Ни раздевалок, ни лежаков, вообще ничего нету. Я не знаю, почему это называется пляжем. Ну, окей, они назвали это пляжем. Вдоль всего этого находится какое-то большое количество каких-то кафешек, всего остального. И, кстати, из плюсов, давайте поговорим про плюсы. В Сочи активно развиваются всякие самокаты-прокаты. Вот есть 3 самоката-проката сейчас передо мной. Это какой-то U-Rent Bike. Первый раз их вообще вижу. Это синенькие самокаты. Ну, это московский ВУШ. Вот они есть в Москве. Я их знаю. И To Go Life. To Go Life тоже есть в Москве, но они какие-то супер глючные. У меня не получилось зарегистрировать их приложение. И когда я почитал про их отзывы, там написано, что это какие-то вообще убитые старые самокаты. У них ужасно службу поддержки, я просто удалил их приложение, даже никаких попыток зарегистрироваться я не делал. Но выбор есть, я не знаю, кто-нибудь знает, что такое U-Rent Bike? Расскажите, нормальные они ребята или нет. Ну, ВУШ московский, вот ВУШ я знаю, я их использую в Москве. Обратите внимание, какой просто отвратительный бетонный парапет, такой высокий, который закрывает просто вид на море, и очень странно вообще, что они его решили сделать. Кстати, что еще интересно, здесь есть велосипеды Офа. Офа — это китайские велосипеды, китайская сеть, которая находится просто в предбанкротном состоянии, и непонятно, что они делают в Сочи. То есть эти ребята, они реально разорились, то есть как там была устроена эта система. Когда только запустились вот все эти велопрокаты в Китае, когда они начали набирать популярность, они работали по системе залоговой. То есть когда вы регистрировались, вы должны были оставить небольшой залог, и на этом залоге они активно развивались, то есть была такая условно пирамида. Был постоянный приток новых пользователей, были какие-то огромные эти вот миллионы долларов. И вскоре появились компании, которые не требовали залога, и рынок стал перенасыщенным, приток новых пользователей, он иссяк. Вот эти вот компании вроде Оффа, они начали терпеть реальные финансовые трудности, потому что у них не было просто новых клиентов. Им нужно было начать возвращать эти залоговые деньги. Как обычно бывает с пирамидами, вся эта история просто схлопнулась. Забавно то, что они пообещали, по-моему, в течение каких-то там 5 или 7 лет эти залоги как-то медленно возвращать, но там вообще какая-то совершенно непонятная схема. То есть они просто всем написали, что мы вам ничего деньги не вернем, и идите вы все в жопу. И вот этот мыльный пузырь, он просто лопнул. И, ну, в Китае это очень хорошо было видно. Просто супер быстрый рост. Он закончился тем, что обычно бывает с пузырями. Просто пузырь реально лопнул. Здесь можно продолжить изучать всю эту инфраструктуру. Тут бетонные плиты, совершенно непонятные. Здесь вообще просто происходит какая-то, вот видите, везде непонятная дичь, да, то есть какие-то полусферы, что-то здесь такое. Я про безбарьерную среду вообще молчу. Непонятно, как вообще здесь переходить дорогу, куда нужно идти, что здесь. Наверное, можно как-то здесь переехать. Я не знаю, тут есть вот какой-то пешеходный переход. Вот мы здесь, хорошо, мы сейчас здесь перейдем. А здесь раньше жили спортсмены. Это вот олимпийская деревня. Это бесконечные ремонты, заборы, пустыри. Да, очень удобно, видите, переходить с дороги очень удобно. То есть ты его идешь ночью пьяненький, и все. И здесь твой маршрут заканчивается. К слову, вот, о безопасности вообще людей, как у нас к этому относятся. Всем плевать. Светофоры не работают, тротуаров нет. То есть, видите, вот здесь есть тротуар. И ты такой идешь по тротуару, такой идешь, и пришел, и все. И тебе вот отсюда просто некуда больше идти. Потому что здесь забор, а здесь нет пешеходного перехода, и здесь все заставлено забором. То есть о том, как здесь будут ходить люди, вообще никто не думает. Просто, видите, здесь везде заборы и тротуары, которые упираются в тупики. Ну ладно, мы попробуем как-нибудь отсюда куда-нибудь уехать. Я не знаю, что здесь вообще происходит. Здесь, по-моему, тоже очередной тупик. Да, очень удобно. Очередной тротуар, и он упирается в непонятно что.
что, нам придется ехать по дороге. Я надеюсь, меня никто не оштрафует. Я еду на этом модном электромотоцикле. О, тротуар опять начал существовать. А здесь тротуар закрыт. То есть, дойдя до сюда, со мной должно было что-то случиться. Я должен был, наверное, передумать здесь идти. Что вообще происходит? Федерация керлинга России. Супер, потрясающе. Давайте заедем, посмотрим на стадиончики. Что приятно, повсюду какие-то велопрокаты. Это вопрос безбарьерной среды. Из-за того, что они изначально не сделали нормальные спуски, сейчас везде такие вот металлические штуки. Ну, они, точнее, не везде, но вот в некоторых местах они есть. Спасибо за это. Ну, бесконечные прокаты со скучающими людьми, потому что сезон закончился, и люди сейчас особо ничего не снимают. Ну, вот смотрите, опять видите, такое просто асфальтовое поле, где народ, судя по следам, гоняет на машинах, занимается этим дрифтом, да, когда вот так вот следы оставляют. В общем, все как-то грустно. Здесь построили рестораны. Так, ну, дальше, я так понимаю, особо мы никуда не уедем, потому что здесь находится трасса, и через эту трассу ведет мост. Ага, то есть вот в этом месте такой возникает тупик. Через трассу перейти нельзя, несмотря на то, что сегодня нет никаких здесь соревнований, ничего, но вот через трассу перейти нельзя. Хорошо, будем искать объезд. А здесь просто начинается какая-то жесть, потому что тут почему-то лежит старая дверь откуда-то. Я не знаю, здесь полно какого-то строительного мусора. Это остатки опор от заборов. Это какие-то... Здесь, видимо, был фонарь или еще что-то. Я не понимаю, что здесь было. Какие-то заборы, какая-то хрень. И что здесь вообще происходит, непонятно. Вот это все наследие Олимпиады. Так, как мне выехать отсюда? Куда я заехал? И зачем я сюда заехал? Почему здесь забор? Все, тупик, отсюда выехать нельзя. Поедем объезжать, поедем искать выход, чтобы выехать обратно на тротуар. Меня реально вот смущает огромное количество заборов. Вот, то есть везде заборы, и камеры. Что они вообще охраняют, непонятно. И главное, от кого. Я надеюсь, я еду по тротуару или по велодорожке. Здесь какая-то что-то непонятное, вот ограниченная желтой линией. Сделали заборы, через каждые 20 метров повесили по 2 камеры, а иногда и по 3. Происходит что-то странное, я не понимаю. То есть просто взяли и все как-то супер странно отгородили, и непонятно, где вообще идти человеку, где ехать. Так, мой тротуар кончается, моя дорога, и я невольно оказываюсь на проезжей части, но вот я честно не хотел на своем электромотоцикле здесь оказаться, потому что я изначально ехал по тротуару, но потом просто, видите, тротуар прекратился. Тротуар прекратился, и я оказался вдоль какого-то забора. Там справа, видимо, это трасса, которую Формула-1 они проводили. Потому что, конечно, это вот одно из самых жутких мест в плане организации дорожного движения, в плане комфортно для пешеходов, потому что разобраться, куда и как идти, вообще невозможно. Здесь все в заборах, здесь совершенно не продумана вообще сеть дорожек. Просто посмотрите, какое количество заборов. И здесь какая-то просто жесть. Здесь, вот видите, внезапно пешеходный переход. То есть, вот куда ведет этот пешеходный переход? Этот пешеходный переход ведет вот туда, куда я приехал, оттуда. То есть, куда я должен был по этому пешеходному переходу попасть. Здесь тротуары, они внезапно начинаются, внезапно заканчиваются. И, если честно, мне немножко страшно. Ну и, конечно, нужно понимать, что, вот видите, здесь вопрос о безбарьерной среде. Все перекопано, разломано. Они просто так вот сделали и забили. Потому что, ну, типа, нормально. А зачем что-то еще делать? Мы же в Сочи. Видите, ничего не огорожено. Остались после Олимпиады огромные дороги, которые, опять же, никому не нужны. Здесь нет такого трафика, чтобы вот были эти широченные дороги. Их нужно было сужать после Олимпиады и делать какую-то человеческую среду. Остались здесь, видимо, были какие-то павильоны или еще что-то. Сейчас просто какое-то бетонное основание и ржавеющие конструкции. Здесь вот автобусная остановка, но я готов поспорить, что сюда никогда в жизни не придет автобус. Так, тротуар закончился, и мне, видимо, надо ехать вот здесь. Что происходит вообще? Мне хочет директора вот этого всего сюда позвать, чтобы мне объяснили, где мне ехать. Я правильно вообще еду? У меня есть чувство, что я здесь останусь просто навсегда. Какая-то тропинка идет. Я теперь под эстакадой, которая окружена колючей проволокой. Это самая жуткая моя прогулка. У меня еще разваливается мой мотоцикл и кончается зарядка. Но еще увидите, друзья, да, о пешеходах подумали, о велосипедах, о людях. Очень удобно. Приезжайте в Сочи, гуляйте по Олимпийскому парку. Вот так вот здесь все здорово. Опять сплошные заборы и сплошные камеры. Угу. Тут делают дорогу, и висит знак, что пешеходам идти нельзя. А что делать мне? Интересно, вот я до сюда доехал. Я просто ехал. Я пытаюсь просто разобраться, куда мне ехать. А, здесь пешеходный переход. Смотрите, вот это, ребят, пешеходный переход. Он с таким гигантским забором, бордюром, но это пешеходный переход. Вот мы сейчас будем здесь переходить. Окей.
Здесь остатки железнодорожной станции, уже есть остатки, да, здесь вроде еще иногда, наверное, ходят эти поезда, но они ходят так, что пользоваться этим нельзя. Вот расписанием, посмотрите. Да, вот видите, они ходят вообще несколько раз в день. Пятница, воскресенье, суббота, Формула-3. Что это вообще такое? А, это на формулу расписание, это расписание не на сейчас. Ну, судя по тому, что здесь все закрыто, сейчас поезд не ходит. Я не знаю, он не ходит только сейчас или когда он ходит. Что-то вообще непонятное, все запарковано. Но я не теряю надежды попасть обратно внутрь этого Олимпийского парка замечательного. И опять кончится тротуар. То есть, видите, вот я честно ехал по тротуару, и он опять кончился. Здесь идет ремонт дороги, и здесь совершенно ничего не продумано для тех людей, которые без машины. Так, супер. Я уже близок к тому, чтобы войти внутрь. Здесь вот эти вот КПП, это был огромный пропускной пункт во время Олимпиады, где пропускали людей. А сейчас здесь стоит куча лавочек, засохшие деревья, и это лавочки преграды. Это, видимо, чтобы я не проехал. Не знаю почему они меня так не любят. И они из этих лавочек сделали барьеры, а здесь еще сделали бордюр. То есть тут какая-то очень сложная преграда. Я стараюсь пока вот ехать по тротуару. Здесь какая-то полоса препятствий. Они реально из лавочек соорудили целую полосу препятствий, а здесь еще кучу заборов понаставили. Видите? И вот чтобы сюда никто не проехал, здесь вот стоит куча лавочек. Это что-то очень странное. Ну хорошо. Где я нахожусь? Зачем здесь эти лавочки? Здесь повсюду кучу асфальта и кучу заборов. И ничего не понятно. Так, здесь опять тупик. И тупик из заборов и лавочек. Допустим, здесь спустимся на моем мотоциклике. Ага. Я так понимаю, здесь я не войду. Они реально из лавочек сделали баррикады. Если честно, я в шоке от того, что здесь вообще происходит. Потому что это что-то самое непонятное для меня. Вот этот вот подход к общественным пространству. Я все еще надеюсь как-нибудь заехать в этот Олимпийский парк, найти какой-нибудь вход. Может, мы найдем какого-нибудь человека живого, и он расскажет, как попасть внутрь. Но что-то мне подсказывает, что тут никого нет. Здесь просто везде заборы, и везде какие-то стройки, и везде все перекрыто заборами, барьерами, парковками. Что они постоянно здесь делают? О, я вижу какой-то шлагбаум. Не, ну здесь меня не пустят, наверное, потому что здесь шлагбаум, и опять заканчивается тротуар. Извините, пожалуйста, а как заехать внутрь? Стоит откуда? Я просто вот оттуда еду, а там что-то входа нет нигде. С левой стороны будет наверх. Далеко? По велопрокат там. Ну, то есть вот я еду вот здесь, да, вдоль этой забора, да? Ага, спасибо. Так, мне сказали где-то здесь я смогу заехать. Там будет где-то велопрокат, и я смогу попасть. Ну, давайте попробуем. У меня уже немножко садится мой электромотоцикл. Вот здесь раньше были пропускные пункты, где пропускали болельщиков. Эти пропускные пункты не нужны. Они не будут никогда нужны. Почему их просто не демонтировать? Я не понимаю этого. О, я нашел заезд. Слушайте, потрясающе. Меня не обманули. Тут действительно есть заезд. А значит, мы опять с вами в Олимпийском парке. И мы опять видим, насколько эффективно используется все это пространство. Бесконечные асфальтовые поля. Ну вот раньше по всем этим аллеям ходили болельщики, а сейчас по ним никто не ходит, потому что это никому не нужно. То есть, видите, здесь совершенно нету людей. И это то, о чем я говорил. Это невозможно эксплуатировать, это никому не нужно, и это все вот приходит в упадок. Здесь вот можно передвигаться только на этих электромобилях, потому что ходить здесь пешком вообще не интересно, не комфортно. Здесь нет никаких точек притяжения, здесь нет никаких сервисов, тут нечего делать. И, просто совершенно такое неуютное, некомфортное место. А это такие 5 мостов, которые были изначально покрашены в цвета Олимпийских колец. Потом они начали разваливаться, и теперь, видите, есть все такое в заплатках. Как на дороге делают заплатки, но заплатки сделали черные. Видите, это синее, но заплатки черные. Вот, из-за этого это смотрится мега стрёмно, но что есть, то есть. Оно все такое кривое, косое, из-за того, что было изначально плохое качество строительства, поэтому оно все очень быстро начало приходить в упадок. Все такое кривое, косое в заплатках. Это был Олимпийский парк Сочи. Такой многострадальный проект, я много лет за ним наблюдаю и вижу только деградацию всего этого пространства. К сожалению, ничего хорошего с ним никогда не получится, здесь можно сколь угодно пытаться что-то развивать. Здесь открыли какой-то динопарк, они периодически свешивают какую-то рекламу, открывают какие-то новые кафе, рестораны, но ничего это никогда не будет работать. Это исключительно из-за того, что это просто гигантский пустырь, никому не нужная огромная территория, которая никому не нужна. Здесь никогда не будет того количества людей, чтобы здесь мог развиваться бизнес,
бизнес, чтобы здесь было интересно. Единственный вариант, как это место привести в порядок, это просто обнести все забором, закрыть это и полностью реконструировать. То есть сейчас нужно объявлять какой-то архитектурный конкурс на тему, что делать вот с Олимпийским парком в Сочи. Приглашать архитекторов, приглашать специалистов, которые будут предлагать свои варианты решения. Здесь нужно сужать дороги, здесь нужно уплотнять застройку, то есть действительно нужно застраивать, нужно делать город, потому что вот эти вот огромные пустыри, эти огромные асфальтовые поля, они никогда не будут эффективно эксплуатироваться. Но пока это существует как такой вот музей градостроительным ошибкам, и я надеюсь, рано или поздно люди начнут задумываться над тем, что делать после того, как проходят какие-то крупные спортивные события. Это был Сочи. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, пишите комменты, распространяйте этот ролик. И, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы следить за тем, как я перемещаюсь. Я оперативно выкладываю у себя в инстаграме, в сторис, те места, где я бываю. Спрашиваю ваших советов. Можно встретиться, увидеться, пообщаться. Так что инстаграм welcome, канал не забывайте. Лайк, колокольчик. Сами знаете, что делать. Всем пока. Увидимся завтра в новом ролике.